Глава 211. Командир Юй. В центре озера 4 государств располагался большой архипелаг. Сам по себе архипелаг был не очень большим. Он напоминал брошенный в воду рваный клок бумаги, покрывающий больше 100 миль. Самый большой остров архипелага был размером с центральный город. Формой он походил на скелет, поэтому его называли островом скелета. Остров скелета и был штаб-квартирой банды огромной акулы, лодка, в которой сидели Чутянь, Чэнь Бин Юй и Старина Юй, плыла мимо архипелага. На каждом острове виднелись следы присутствия человека. Например, грубые дома или рыболовные сети, полные вяленой рыбы. Банда огромной акулы была сильной, однако источника дохода у них не было. Все они жили на этих островах, и жизнь их была очень тяжелой. К счастью, озеро 4 государств было густо населено морской фауной, иначе все 100 тысяч человек могли бы погибнуть. Если бы им хватало морепродуктов, они не грабили бы проплывающие корабли торговцев. Но они все равно были очень бедными. Небольшая лодка причалила к острову скелета. Старина Юй прыгнул в воду. Банда огромной акулы обходилась без причала, так что вода билась о побережье. «Пожалуйста, гости, следуйте за мной». Чутянь шел первым, Чэнь Бин Юй следовала за ним. Они увидели огромный массив из белых камней, образующий большие ворота, а за воротами виднелась дорога, мощенная камнем, которая вела к горе, что возвышалась в центре острова. На небольшой площади виднелись статуи богов озера. Долгие годы банда огромной акулы никого сюда не пускала. Чужаков не пускали на архипелаг, что уж говорить об острове скелета. Поэтому Чутянь привлек внимание людей, и они подошли с оружием. 5-й мастер вернулся. Я же говорил, разве 5-го мастера можно взять в плен? 5-й мастер — это 2 жертвы для богов озера. Одежда членов банды была странной. Казалось, что одежда, жилеты и сапоги сделаны из акульей кожи. Одежда была очень потрепанной и придавала им сходство с моряками, потерпевшими кораблекрушение. Чэнь Бин Юй несколько смутилась. Они жили, как нищие, хотя обладали такой силой. В стране южного лета такое случалось редко, в толпе виднелись старики, женщины и даже дети. Банда появилась около 20 лет назад, а они не могли присоединиться к ним с самого начала. Должно быть, они присоединились позже. Как они присоединились? Ответ был прост: нападая на корабли, банда огромной акулы захватывала людей и товары. Банда любила похищать людей, потому что это берегло их от неприятностей и позволяло увеличивать число членов банды. Пленники получили силу наследия, вместе с врожденными способностями и особенностями морской расы. Проклятые, они уже не могли покинуть озеро 4 государств. У них не было выбора, кроме как вступить в банду огромной акулы. Побег. Побег был невозможен. Как только член банды попадал на сушу, через 1-2 дня он засыхал и умирал. Отойдите. А ну, отойдите. Старина Юй разогнал большую часть собравшейся толпы. Проведя Чутяня по каменной дороге, не доходя до горы, он проник в глубокую сырую пещеру. В глубокой пещере жили лучшие эксперты банду огромной акулы и высшие чины. Старина 5. Как ты спасся? Внутри медитировал мужчина средних лет, вооруженный 2 мечами. Увидев старину 5, он приятно удивился. Неужели эти стервенцы из центрального государства тебя отпустили? Что они с тобой сделали? Старина Юй сложил ладони. Спасибо за беспокойство, 4-й брат. Я в порядке, Старина 5. Не успел Старина Юй договорить, как из темной пещеры донесся суровый хриплый голос. Почему ты привел посторонних? Ты забыл о правилах. Чутянь всмотрелся во тьму. В центре пещеры находился естественный водоем. Забурлили волны, и меж ними появилась сутулая фигура. Фигура была мокрая от воды, а на землю падали капли. Пещеру медленно заполнила пугающая холодная аура, от которой кровь стыла в жилах. Старший. Пожалуйста, выслушай мои объяснения. Старина Юй почтительно сложил ладони. Этот человек из центрального государства может снять проклятие, которое висит над нами уже столько лет. Как смело. Старина 5. Ты смеешь хулить богов озера. Из темноты вышел высокий, крупный, седой человек. На лице отразился гнев, и он взревел. Ты хоть понимаешь, что делаешь? Старина Юй с тревогой начал. 2-й брат, я не боги озера. Ха. Рассмеялся Чутянь, не желая их слушать. В глубине пещеры раздался отчетливый голос. Чтобы управлять архипелагом и сотней тысяч людей, ты предпочел сослаться на поклонение богам озера, не так ли? Очень забавно, что создатель лжи заставил себя в нее поверить. Какие еще боги озера?
В лучшем случае банда огромной акулы была особенной школой. Чтобы лучше управлять бандой, они придумали таинственных богов озера. Они хотели покорить людей верой, чтобы ты поклонялись богам озера. Других причин для таких странных правил быть не могло. Седой мужчина сердито произнес: «Оскорбление богов озера. Смерть. Принесите его в жертву богам озера. Оскорбление богов озера. Смерть. Убить его». Высшие чины банды огромной акулы вышли из себя, их охватила жажда убийства. Чэнь Бин Юй нахмурила брови. В пещере было слишком темно, почти ничего не было видно. Но, судя по кровожадным аурам, в банде огромной акулы было немало экспертов. По крайней мере, их оказалось больше, чем она думала. Не изменившись в лице, Чутянь сказал: «Если я прав, вы нашли наследие морской расы, должно быть алтарь морской расы. Ритуал требует жертвы, которая пробуждает скрытый потенциал. Потенциал, которым обладает только морская раса, а вы безрассудно применили его, чтобы стать сильнее. Но вы не знали, что человеческие тела не выдержат ритуалов морской расы. Вы провели ритуал, начались мутации, а вы до сих пор превращаетесь в морскую расу. Жабры — лишь первичные изменения. Как только мутация станет сильнее, вы уже не сможете ее остановиться. Вы не сможете покинуть воду, потому что на суше ваше тело за день иссохнут, а вы погибнете. Конечно, вы можете и дальше приносить жертвы, чтобы поддерживать кровь морской расы, текущую в ваших жилах. Ваше тело все больше и больше будут походить на тело морской расы. Вы станете чудовищами, ни людьми, ни рыбами. Когда человеческой крови будет недостаточно, вы умрете. Продолжать жертвоприношение, отказаться от них, все закончится тупиком. Я прав». Тяжелые слова ошеломили рассерженных членов банды огромной акулы, и они замолчали. Хе-хе-хе. Седой старик медленно вышел из водоема. Хриплым холодным голосом он спросил: «Кто это такой?» «Это Чутянь». Седой старик был очень высоким, однако он сутулился. На лице у него была старая маска рыбы, а в руке он держал рыбную кость. Не успел Чутянь ответить, как седой мужчина мягко щелкнул пальцами, и к Чутяню полетела капля воды. Как быстро, отскочить Чутянь не успел. Оказавшись перед ним, капля неожиданно превратилась в огромную сеть. Она опутала Чутяня и подвесила его в воздухе. Водяная сеть казалась слабой, но это была лишь видимость. Чутянь не мог из нее вырваться. Странные фиолетовые глаза седого старика кровожадно горели. «Думаешь, если тебя поддерживает маркиз Божественного Ветра, то ты можешь просто так приходить к банде огромной акулы? Даже если бы сюда пришел сам маркиз, я бы уничтожил его, что уж говорить о жалком мальчишке вроде тебя». Взгляд Чэнь Бин Юй стал пристальным. Из ее ладони вырвалась холодная ци и понеслась к старику. Седой старик кинул в Чэнь Бин Юй капли воды. Нахмурив брови, она выстрелила белым светом, который тут же превратил каплю в лед. «ПФ!» Хладнокровно фыркнул седой старик. Ледяная капля рассыпалась в пыль, и пещера наполнилась мощной силой, способной сбить с ног. Лица высших чинов банды огромной акулы перекосились. Эта девушка оказалась очень сильной. Пусть она немного и уступала командиру, однако второго мастера она переплюнула. Чэнь Бин Юй отступила на несколько шагов и несколько поникла. Это старое чудовище оказалось сильнее, чем она представляла. Даже она не могла с ним справиться. Седой старик удивлялся. Этой женщине было не так уж много лет, а она была лишь на каплю слабее него. Если учесть, что на корабле был еще и маркиз Божественного Ветра, этот парень явно был непростым человеком. Старина Юй боялся, что случится непоправимое. «Хватит, старший брат. Тебе нельзя его убивать». Чутянь до сих пор был в путах в водяной сети. Хоть он и не мог двигаться, он ничуть не боялся кровожадных намерений старика. Командир Юй очень силен, он даже на ступень выше Чэнь Бин Юй, непринужденным тоном произнес Чутянь. Он говорил так, словно не был пленником. Однако основной силой наследия морской расы обладаешь именно ты. Если не ошибаюсь, у тебя меняется тело. Руки и ноги покрываются паутиной, на теле появляется чешую, а строение скелета становится другим, члены банды огромной акулы были поражены. Командир никогда не снимал маску и всегда носил широкую одежду. Неужели его тело страдает от мутаций? Седой старик молчал. «Уверен, что ты не проживешь и полугода», — выкрикнул Чутянь. «Ладно, если бы умер только ты, но неужели ты рискнешь жизнью членов банды и братьев, которые прошли с тобой через огонь и воду? Или хочешь, чтобы твои братья, прошедшие через тернии, превратились в чудовищ?» Седой старик дрожал всем телом. «Старший брат». Поспешно вышел вперед старина Юй. «Господин Чутянь правда может нам помочь.
Мое тело уже лишилось власти проклятия. Посмотри, если не веришь. Седой старик схватил старину Пятого за запястье. Взгляд фиолетовых глаз стал серьезным, а потом серьезность сменилась удивлением. И, наконец, во взгляде появилось неверие, смешанное с диким счастьем. Проклятие действительно можно снять. Глава 212. У папы водятся деньги. Командир Юй не мог сдержать дрожь. Это было просто невероятно. Ему казалось, что он спит. Лучше всего наследие помогло командиру Юй. Когда-то он был обычным экспертом пробужденной души, у которого почти не было материалов, а теперь он был на 9 уровне пробужденной души. Если бы бой проходил в воде, командир Юй уверенно сражался бы даже с маркизом Южного Лета. Но командир Юй и пострадал от наследия куда сильнее остальных. Проклятие пустило корни глубоко, и перемены, случившиеся с командиром Юй, были самыми заметными. Он не был на суше уже 5 лет. Он мог провести в водоеме на острове Скелета хоть целые сутки, однако на суше его тело иссохло бы всего за 10 часов. Страшнее всего было, что вместе с телом командира Юй менялся и его характер. Он не был ни человеком, ни чудовищем. Жестокие боли требовали сильной анестезии. Если бы мутация ускорилась, его жизнь оказалась бы под угрозой. У командира Юй не было надежды. Но никто не ожидал, что чудо окажется прямо перед ним. Командир Юй встряхнул руку старины Пятого. Ты правда исцелен. На глазах старины Пятого выступили слезы, и он энергично закивал. Этот господин действительно знает, как это делать. Водяная сеть рассыпалась на капли, и Чутянь, получив свободу, рухнул на землю. Чэнь Бин Юй кинулась поднять его, но Чутянь махнул рукой, показывая, что все в порядке. Фиолетовые глаза седого старика пристально смотрели на него. «Ты правда можешь нам помочь?» Чутянь обнажил уверенную улыбку. «Это особое проклятие. Я могу снимать все проклятия, даже те, что проникают в кости. Наверняка кто-то на континенте тоже на это способен, но в стране Южного Лета я единственный». 5 братьев Юй с недоверием посмотрели на него. Седой старик встал и хрипло выкрикнул: «Господин благодетель! Пожалуйста, спаси банду огромной акулы. В этом мире нет бесплатного сыра. Точно так же вы хотели заполучить власть морской расы, но пострадали от побочных эффектов». Взгляд Чутяня резко изменился, он осмотрел высших чинов банды огромной акулы. Бесстрастным тоном он произнес: «Я правда могу излечить проклятие крови, которое вас ограничивает, но цена высока. Нас не связывают теплые отношения, поэтому у меня нет причин вам помогать, смысл был таков: хотите, чтобы я спас вас? Я могу. Для начала я жду от вас искренности». Несколько секунд помолчав, седой старик хрипло сказал: «Банда огромной акулы бедна, у нас нет денег, и ее ценность — 100 тысяч членов банды». Прямо сказал Чутянь. «Хотите, чтобы я вам помог? Я могу помочь. Но я хочу, чтобы банда огромной акулы кое-что для меня сделала». Это заявление пробудило во всех гнев. Не пытаешься ли ты откусить слишком большой кусок пирога? Банде огромной акулы уже 20 лет, сейчас в ней больше 100 тысяч человек. 5 их них были экспертами истинной души, некоторые стали экспертами прославленной души, а кто-то даже достиг пика прославленной души. Мальчишка хотел подчинить такую могущественную силу, размечтался. Даже если бы он был на это способен, банда огромной акулы не согласилась бы с ним. Банда огромной акулы была силой, которую можно было считать школой с особым наследием. У них была гордость. Даже если ты действительно подаришь нам свободу, у нас все равно появятся новые ограничения. Неужели ваше превосходительство не считает требования слишком завышенным? Тихо спросил седой старик. У банды огромной акулы есть гордость, мы ни перед кем не преклонимся. Верно. Ты лишь мальчишка с неуемными амбициями, и ты явно пытаешься поработить нас. Пусть мы не можем передвигаться по суше, но у нас все еще есть озеро 4 государств. Почему мы должны поклониться мальчишке, у которого даже волос на груди еще нет? В конце концов, Чутянь был слишком молод, в банде огромной акулы было много экспертов, как они могли ему подчиниться, протесты банды огромной акулы не удивляли. У нее было уважение, а этот мальчишка приходит и просит банду подчиниться. Разве не жалкие его чаяния? Не торопитесь отказываться. Уверенно улыбнулся Чутянь. Сначала послушайте меня. Командир Юй хрипло произнес: «Неважно, какое ты озвучишь условие. Банда огромной акулы никогда не будет слепым орудием. Вам не нужно клясться мне в преданности», — подчеркнул Чутянь, «это будет не подчинение, а сотрудничество. Понимаете?» Чутянь отлично все осознавал. Торговое чудо не могло поглотить банду огромной акулы.
Седовласый второй Юй сказал: «Не играй словами. Неужели ты видишь разницу?» «Большая ошибка, если вы так считаете», — резко возразил ему Чутянь. «Сотрудничество — отношения равных. Банда огромной акулы поможет торговому чуду, а торговое чудо ее вознаградит», — третий Юй спросил. «И что же нам может дать торговое чудо?» Чутянь пристально посмотрел на него. «Как думаешь, чего вам не хватает больше всего?» «Денег. И репутации». Члены банды огромной акулы недоуменно переглядывались, взгляды их казались пустыми. Банда действительно была бедна, а избавиться от клейма пиратов было трудно. Торговое чудо вложит в банду огромной акулы 100 миллионов золотых монет. Все были потрясены его щедростью, четвертый Юй заговорил несколько недовольным тоном. В банде огромной акулы больше 100 тысяч человек, разве миллиона хватит? Тоже верно. Слабо улыбнулся Чутянь. Пусть будет 200 миллионов. Все молчали. У мальчишки было слишком много денег. И еще не хватает. 400 миллионов. Все потрясенно вздохнули. Он удвоил цену, даже не моргнув глазом. 400 миллионов уладит проблемы банды, сказал Чутянь, а пока сотрудничество будет проходить должным образом, я от лица торгового чуда обещаю через полгода вложить в банду миллиард золотых монет. Что? Он хочет вложить миллиард? Даже для 4 великих семей из центрального государства это был доход за несколько лет, банда огромной акулы была ошарашена. Поразился даже командир Юй. Ты серьезно? У папы водятся деньги. Уверенно сказал Чутянь. Я выполняю обещание. Это может заверить маркиз Божественного Ветра. Если через полгода у торгового чуда не окажется достаточной суммы, контракт будет разорван, а уже выплачено останется у вас как штраф за нарушение контракта. Они были всего лишь грабителями, источником дохода для них был грабеж кораблей и небольших городов. Сколько они получали, полученное уходило не только на жертвоприношение, но и на их собственные нужды. Они крайне нуждались в деньгах, миллиард золотом, от этой суммы у банды огромной акулы закружилась голова. Если торговое чудо сдержит слово, почти все члены банды не будут знать горя. Торговое чудо не только вложит в вас миллиард, но и поможет достичь нового будущего. Конечно же, половина акций банды огромной акулы будут принадлежать нам, но лишь ради получения дивидендов. Мы не будем вмешиваться в управление, у вас будет полная независимость. Мальчишка видел в банде хорошую цель для инвестиций. Неужели банда огромной акулы того стоит? Неужели он не боится вкладывать такую сумму? А если вы захотите стать частью торгового чуда, мы гарантируем, что культиватор царства истинной души будет получать в год не меньше 50 миллионов. Банда огромной акулы снова оторопела. В словах Чутяня ясно слышалось: у папы водятся деньги, у папы водится неимоверное количество денег. Последовав за мной, вы не будете знать лишений. Судя по выражениям их лиц, Чутянь понял, что уже их одурачил. На самом деле у торгового чуда было туговато с финансами, и они не могли просто так выделить миллиард золотых монет. Однако, если они вложатся в эту силу, это будет выгодная инвестиция. Банда огромной акулы была очень могущественной силой. Очень могущественной. Банда огромной акулы могла увеличить мощь торгового чуда в разы, и мерить выгоду миллиардам было глупо. Самое главное, что банда огромной акулы обладала преимуществом в воде. Озеро 4 государств граничило с 4 государствами, из него можно было добраться до разных озер и городов. Когда торговое чудо захватит озеро 4 государств, они получат крупную сеть дистрибьюторов. Мэн Цин ухотела потратить деньги на флот, но теперь было выгоднее инвестировать в банду огромной акулы. А для банды это было великой возможностью. Во-первых, Чутянь мог снять с них проклятие, которое сковывало банду сильнее всего. Во-вторых, миллиард золотом мог спасти банду огромной акулы от бедности. Более того, человек, который легко мог вложить миллиард золотом, был связан с маркизом Божественного Ветра. Он был фигурой, в которой банда нуждалась, жизнь братьев действительно была слишком горькой. Возможно, посторонняя помощь им не помешала бы. Я все сказал. Развернувшись, Чутянь вышел из пещеры, за ним вышла Чэнь Бин Юй. Даю вам время все обдумать. Через несколько дней я вернусь, надеюсь, что получу положительный ответ. Чутянь ушел, он улизнул из пещеры, никто из банды не остановил его, потому что всех мучили раздумья. Они молча провожали его взглядом. Хоть он и был молод, но он был невероятно мудрым. «Старший брат, мы и так привлекли внимание маркиза», — с серьезным лицом сказал Старина Пятый. «Если ты не воспользуешься этим шансом, маркиз не отпустит нас просто так». Маркиз Божественного Ветра просто проплывал мимо, он не собирался уничтожать банду огромной акулы. Однако они оскорбили маркиза, а он не позволит им и дальше жить в озере 4 государств. Банда огромной акулы не надеялась справиться с 8 маркизами Южного Лета.
Не говоря уже о том, что командир Юй был слабее маркиза Божественного Ветра. Как он победит маркиза? Маркиз Божественного Ветра был лишь одним из 8 маркизов Южного Лета. Если он будет сотрудничать с 3 другими государствами, против пиратов выступят как минимум 4 маркиза. Разве банда Огромной Акулы сможет спастись, если дело дойдет до 3 правителей, все обернется катастрофой? Командир Юй приказал: Старина 5, проследи за ними и узнай, что они задумали. Старина 4, отправь в центральное государство людей, пусть разузнают про торговое чудо. Пусть проверит, действительно ли это сила, с которой можно сотрудничать. Это был очень важный вопрос, следовало быть осторожным. Глава 213. Громовое государство. Дыры в днищах кораблей только что заделали. Чутянь вернулся. Заметив, что Чутянь вернулся, Мэн Ин разволновалась. Она замахала руками. «Чутянь, ты правда был в гнезде пиратов? Что это за место? Как весело!» Все молчали. Мэн Ин была человеком, не знающим страха. Со стороны Чутяня посещать гнездо банды Огромной Акулы было очень опасно. Наньгун Юнь спросила: «Что насчет переговоров?» «Я уверен на 90%, загадочно улыбнулся ей Чутянь и сказал: «Ин, ты еще увидишь. Твои консервы разойдутся по половине страны Южного Лета, возможно, даже по всей стране». У маркиза Божественного Ветра загорелись глаза. Он знал, что это значит. Этот парень уже заключил с коварными пиратами контракт. Если это правда так, то прекрасно. Иначе маркиз Божественного Ветра определенно с ними разобрался. «Есть неотложная задача, поэтому медлить не стоит», — сказал Чутянь маркизу. «Пираты больше нас не побеспокоят, надо торопиться в громовое государство». Маркиз Божественного Ветра кивнул. Вперед! 5 военных кораблей двинулись сквозь спокойные воды безграничного озера. Они столкнулись и с другими мелкими проблемами. Несколько раз нападали водяные демонические звери, но не больше. В сумерки следующего дня корабли застали в пристани громового государства. Громовое государство получило такое название из-за особенного климата. Часть случались дождь и гроза, иногда даже падали метеориты. Чутянь предположил, что атмосфера над громовым государством нестабильна, что, возможно, и стало одной из причин появления пропасти. Всем высаживаться. Спустили деревянные трапы, и кавалерия вывела на сушу лошадей. Сильнейшие кавалеристы центрального государства достигли царства совершенного тела. Они шествовали на лучших демонических зверях, синих лошадях. На голове у каждой лошади было по рогу, а тело их были синими. Они обладали не только фантастической выносливостью, но и могли атаковать противника с помощью лезвий ветра. Это было стандартное животное кавалерии страны Южного Лета. Оно могло скакать со скоростью ветра, могло с легкостью разгоняться с 300 км в час до 400 км в час. Обычный человек на такой скорости не мог даже дышать, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Так что кавалерийские стандарты были очень строгими. Нужно было достичь как минимум 7-го уровня пробужденной души и владеть подходящим искусством копья. Они могли присоединиться к битве, даже если находились в 1000 миль от нее. Они действительно были достойны сравнения с летящим издали кинжалом. Сойдя на берег, 1000 чудовищ выстроилось в ряд. Мэн Ин тоже получила синюю лошадь. Воодушевленная, она сидела на лошади и указывала на возвышающийся город хлыстом. Он взволнованно выкрикнула: «Чутянь, Чутянь, я вижу столицу громового государства». Столица громового государства напоминала центральный город. Она была построена на берегу озера 4 государств, и до нее легко можно было добраться вплавь. Сейчас столицу громового государства переполняла тяжелая атмосфера. Городские ворота были плотно заперты, возле них суетились солдаты. На земле виднелись следы ударов, что указывало на ожесточенную битву. Пастбища уже были уничтожены. Плодородные угодья, поля с лекарствами и плодовыми деревьями покрылись грязью, а зерновые культуры приобрели нездоровый желтый цвет. Кажется, ущерб был весьма и весьма серьезным. Жители центрального государства были потрясены, катастрофа затронула столицу. Катастрофа оказалась ужаснее, чем они думали. Прибыв в громовой город, они увидели землю, усеянную кавернами и вмятины на стенах. Солдаты страны Южного Лета складывали трупы в большие ямы за городскими стенами. Всего таких ям было 6, в каждой лежало высокими пирамидами по 3-4 тысячи трупов. Все были потрясены. Разве они когда-нибудь видели такое ужасающее зрелище? Особенно такие невинные души, как Фэн Цайде и Мэн Ин, это действительно пугало. Никогда прежде они не видели, как выбрасывают трупы. Они увидели горы трупов, и это напоминало демоническую картину. Воздух был полон запахом серы и жжения. Их чуть не вырвало на месте. Мэн Ин была поражена. Эти люди ранены.
Должно быть. Посмотрел на трупы Чутянь. Он заметил, что у всех были чернеющие глазницы. Они были выжжены до черноты, словно так подействовала какая-то культивационная техника. Взволнованно уставившись на трупы, лисенок жадно облизнулся, словно темная энергия ему понравилась. Покинув пропасть, демон бездны принес с собой много ауры бездны. Должно быть, аура бездны уродует жителей, позволяя демону бездны управлять ими, превращает их в солдат, которыми демон командует. Фэн Цайда не удержалась. Чутянь, многие жители громового государства теперь в его власти. Ты можешь подумать, как их спасти? Это невинные жертвы катастрофы, убивать их слишком жестоко. Верно. Сказала ему Мэн Ин. Ты же такой изобретательный, ты должен им помочь. Вы должны понимать, что после демонизации изменить форму жизни уже нельзя. Даже если решение существует, нынешние ресурсы не дадут нам его найти. Горько засмеялся Чутянь, демоны изменили их тело, их дух рассыпался на куски, а души сильно потемнели. В каком-то смысле они стали демонами. Демонизированные формы жизни лучше как можно скорее уничтожать, чтобы они не знали бесконечных страданий. Солдаты громового государства уже залили ямы маслом и подожгли тысячи трупов. Мэн Ин и Фэн Цайда безмолвно наблюдали, как полыхают 6 костров. Они не верили собственным глазам. «Не надо скорбеть», — Чутянь похлопал им по плечу. «Разве мы здесь не для того, чтобы им помочь?» Мэн Ин кивнула. Она снова поняла, как важна сила. «Маркиз Божественного Ветра, ты опоздал». Открылись городские ворота, и появилось 2 человека среднего возраста. Их окружала сильная аура, такая же сильная, как у маркиза. Должно быть, это были маркизы Южного Лета. Один мужчина носил золотую броню, а грубая смуглая кожа придавала ему вид генерала. Характер у него был резкий, а за спиной висел длинный лук в виде дракона. Его аура была острой, как стрелы. Фэн Цайда прошептала: «Должно быть, это маркиз Золотой Стрелы». Другой мужчина был пожилым, а волосы его были седыми. Кажется, ему было примерно 50 лет. Квадратное лицо и высокий нос придавали ему необыкновенный вид. Одетый в темно-золотой халат из загадочной ткани, в правой руке он держал черное копье. Должно быть, это был маркиз Запада. Маркиз Золотой Стрелы сказал: «Брат Фэн, брат Шангуань, Цзян благодарит вас за помощь громовому государству. Пожалуйста, подойдите». Что? У маркиза Запада фамилия Шангуань. Какое невезение. Чутянь паник, а остальные ощутили беспомощность. Они надеялись, что маркиз Запада не знает о происшествии в центральном государстве. Громовой город мог бы быть таким же оживленным, как центральный город, но катастрофа заставила город запереть ворота. Магазины закрылись, на улицах почти не было людей. По улицам ходили лишь солдатские патрули. Кавалерия была в пригороде. Мэн Ин попросила наемников преподнести армии в дар консервы. Остальные отправились во дворец маркиза Золотой Стрелы. Во дворце их уже ждали 6 юношей. 3 были из громового государства, а 3 — из южного государства. Таланты громового государства представляли преемник маркиза Золотой Стрелы Цзян Шань, сын великого генерала громового государства Лянь Пацюнь и наследник могущественной семьи громового государства Линь Чангэ. Таланты южного государства представляли преемник маркиза Запада Шангуань Чжэнь Фэй и 2 культиваторов Вэй Лун и Уян, выходцы из крупных семей южного государства. Цзян Шань и Шангуань Чжэнь Фэй были на 5-м уровне пробужденной души. Лянь Пацзюнь, Лин Чангэ, Вэй Лун и Уян достигли пика 4-го уровня пробужденной души. Маркиз Золотой Стрелы Цзян Сюн Лун рассмеялся. Центральное государство полнится талантами, а о 4 молодых мастерах знают все. Там живет знаменитый Чу Син Хэ, несравненный, высокомерный, напористый. Почему его нет с вами? Чу Син Хэ, Ло Сян Лун и Е Тян Лан ранены, они не смогли приплыть, объяснил маркиз Божественного Ветра. На этот раз лидер, молодой мастер фиолетовой молнии Юнь Я решила не грубить. Рада приветствовать вас. Это Фэн Цайды, Наньгун Юнь и Чутянь. У Шангуань Хуна сверкнули глаза. Что? Раздался голос. Интересно, почему жители центрального города настолько слабые? Оказывается, здесь нет Чу Син Хэ. Я хотел испытать силу гениев центрального государства. Говорил мужчина в жилете, чьи крепкие руки были покрыты мускулами. Его звали Уян, он был одним из гениев, которых привез маркиз Запада. Он был на пике 4-го уровня пробужденной души, как и Ло Сян Лун из центрального города. Но он был не слабее Ло Сян Луна, он был гением высшего класса. Юнь Я поникла. Он явно их провоцировал. Наньгун Юнь вышла из себя. Хочешь сказать, что мы недостаточно хороши? А разве это не так?
со смешком спросил Уян. «Раз ты недовольна, как насчет поединка?» Засучив рукава, Наньгун Юнь схватила огромный молот, висящий у нее за спиной. «Давай. Давай сразимся». Маркиз Божественного Ветра нахмурил брови. «Не устраивайте неприятности. Не забывайте о нашей миссии». Улыбнувшись, маркиз Запада Шангуаньхун сказал: «Маркиз Божественного Ветра, у молодежи всегда сильная воля. Конкуренция — это хорошо. Как еще можно стать лучше?» Безмолвный правитель отправил их к Лэйчжоу, чтобы они набрались опыта, испытали удачу и узнали, насколько высоки небеса. Такие талантливые культиваторы встречаются редко, поэтому пусть сражаются. Шангуань Чжэньфэй добавил: «Я согласен с мыслью отца, но если у вас слишком высокий культивационный фундамент, вы можете пострадать. Как насчет того, чтобы сразиться со слабейшим из нас?» «Отлично». Маркиз Запада Шангуаньхун даже не дал им отказаться. «Вэйлун, у тебя самая сильная оборона и не очень слабые атаки. Мы хотим, чтобы ты сразился с Чутянем из центрального государства». Чутянь, услышав это, всем все стало ясно. Ходя вокруг да около, он лишь хотел доставить Чутяню проблемы. Глава 214. Мгновенное поражение от кулака. О том, что произошло в центральном городе, маркиз Запада был прекрасно осведомлен. На глазах тысяч людей Чутянь беспощадно преподал Шангуань Мину урок и даже ударил его по самому дорогому. Это был член семьи Шангуань. Пусть даже он и был ничего не значащим отбросом, разве позволительно постороннему учить его? Обезьяна, не представляющая, насколько высока гора, решила забросать тигра грязью, имперский город приказа не отдавал, так что виноват был один только Шангуань Мин. Он особый посланник, которого имперский город отправил в центральное государство, чтобы завершить секретную миссию, раскрыл свою личность и нарушил приказ имперского города. К тому же, пользуясь статусом посланника имперского города, он хотел похитить сокровища центрального государства, а это было строго запрещено. Семья Шангуань не допустила распространения информации, и в имперском городе об этом знали лишь несколько человек. Если об этом узнают, то репутация семьи Шангуань будет запятнана. Поэтому пока отомстить не удавалось, более того, вмешался сам маркиз Божественного Ветра. Из уважения к одному из 8 маркизов Южного Лета они спустили дело на тормозах. Маркиз Запада Шангуаньхун был важным членом семьи. Хоть он и не знал Шангуань Мина, но очень гордился своей семьей. Как он мог отпустить мальчишку Чутяня, который посмел выступить против семьи Шангуань, и если бы их встреча не состоялась, он бы об этом забыл. Но раз они столкнулись, он его уже не отпустит. Шангуаньхун не верил, что ради младшего маркиз Божественного Ветра пойдет против другого маркиза. Вышел огромный человек. Он замер перед Чутянем, словно небольшая скала, все ощущали исходящее от него тяжелое давление. Вэйлун, как и Уян, был невероятным гением южного государства и сыном могущественной семьи, но несколько слабее. Сказав про крепкую оборону и слабые атаки, Шангуань Чжэньфэй ввел всех в заблуждение. На самом деле дело обстояло иначе. Вэйлун действительно был экспертом обороны, но атаки его были ничуть не хуже. Семья Вэй из южного государства культивировала многовековую технику, которая называлась искусством движущейся скалы. По популярности эта техника не уступала тайному искусству духовного меча семьи Чу. Культиватор мог сдвигать горы, встряхивать океаны и разрушать города. Это была невероятно мощная культивационная техника. Легко улыбнувшись, Шангуань Чжэньфэй произнес: «Вэйлун — третий гений южного государства». Вэйлун был немногословен, глаза его горели холодным светом. Хладнокровно взглянув на Чутяня, он грубо сказал: ты посмел вызвать меня на бой». Кожа Вэйлуна была черной, а тело громоздким, как у Уяна. Но Вэйлун походил на камень, который никто не мог сдвинуть, а Уян был порывистым и подвижным. Маркиз Божественного Ветра даже потерял решимость. Чутянь мог победить. Вэйлун был немного сильнее Ло Сянлуна, однако Чутянь играючи победил Ло Сянлуна и Е Тянлана, а это значило, что теперь он стал сильнее. Все зависело от того, согласится ли он сражаться. Чутянь посмотрел на Наньгун Юнь. Наньгун Юнь хорошо его знала и понимала, о чем он думает. Она с улыбкой посмотрела на Вэйлуна. «Эй, Громила, хочешь бросить вызов самому слабому из нас?» «Конечно», — сказал Вэйлун и понял, что выразился не очень уместно. Он добавил: «Начнем с самого слабого». «Хорошо, жди здесь. Я позову». Наньгун Юнь покинула дворец маркиза. Слабо улыбнувшись, Чутянь объяснил: «Раз ты хочешь сразиться с самым слабым, мы позовем самого слабого. Когда победишь, сможешь сразиться со мной, вторым самым слабым, Чутянь». «Зачем ты меня звал?» Через несколько минут появилась красивая девушка в зеленом. Ей было 15-16 лет, а она напоминала ребенка.
С жалобным лицом она сказала: «Я занята продажей консервов в 3 государства. Неужели ты не понимаешь, что я очень занята?» «Этот громила — третий гений Южного государства», — сказал Чутянь и указал на Мэн Ин. «Молодую госпожу зовут Мэн Ин. Она родилась в небольшой семье небольшого города центрального государства и даже не входит в сотню лучших». Вэйлун счёл это оскорблением. «Что ты хочешь сказать?» «ПФ, у Чутяня из центрального государства нет мужества, чтобы сражать, и вместо себя он отправляет на смерть маленькую девочку», — презрительным тоном произнес Шангуань Чжэньфэй. «Если об этом узнают, честь центрального государства окажется замаранной. Девочка, ты весьма хороша. Ты должна быть со мной, а не с этим жестоким отбросом». Мэнин не понимала, что происходит, но не позволяла никому оскорблять Чутяня. Она считала это оскорблениями в ее адрес. «Что ты собираешься делать?» Изумленно глядя на Мэн Ин, Чутянь сказал: «Этот болван хочет испытать твою оборону. Как насчет соревнования с ним?» Так бы сразу и сказал. «Что ж, вперед!» Мэн Ин была опытным культиватором бессмертного звездного тела. Пусть даже сила ее атаки была слабее, чем у обычного человека, но ей не мог навредить даже культиватор 4-го уровня пробужденной души. «Я не ослышался», — засмеялся Уян. «Ты хочешь посоревноваться с Вэйлуном? Такая хрупкая девочка. Почему бы тебе не сдаться сразу? Мне стыдно за тебя. Проклятие, не хочу, чтобы на меня смотрели свысока». Впав в ярость, Мэн инактивировала бессмертное звездное тело. Из тела хлынул звездный свет, а нефритово-белая кожа стала прозрачной и засверкала алмазами. Над головой появились бесчисленные потоки духовной энергии, образовавшие духовный источник в виде зеркала. «Хочешь бросить вызов Чутяню? Сначала брось вызов мне». Вэйлун хладнокровно фыркнул, его окружило давление. За спиной появился его духовный источник — огромная скала. Перед Вэйлуном появилось множество камней. Духовный источник в виде скалы — неудивительно, что он так хорош в обороне. Как обычная девочка на пике 3-го уровня пробужденной души могла соперничать со знаменитым гением Вэйлуном? Вэйлун сердито взревел, и его правая рука покрылась камнями. Теперь она казалась в разы толще. Скала дарила не только защиту, но и силу. Вэйлун не был вежлив с женщинами. Девочка напрашивалась на смерть, так что он решил ей помочь. Преемник приказал разобраться с Чутянем. Вероятно, это был приказ и маркиза Запада. Если он справится, то маркиз Запада, возможно, наградит его. Не все маркизы Южного Лета относились к славе и богатству с равнодушием маркиза Божественного Ветра. Это касалось и маркиза Золотой Стрелы из Громового государства, и маркиза Запада из Южного государства. Они не только защищали свои государства, но и были мэрами столиц, управляли как военными, так и чиновниками. Так что половину ресурсов в Громовом государстве и Южном государстве контролировали семьи маркизов. Остальным семьям приходилось их поддерживать. 2 преемника уже достигли 5-го уровня пробужденной души и стали сильнее, чем Чу Син Хэ. Конечно же, культивационный уровень не означал, что они сильнее Чу Син Хэ. Чу Син Хэ обладал редким талантом. К тому же, ему досталось древнее наследие. Он легко мог победить одновременно 2 преемников. Вэйлун сердито взревел, правая рука, покрытая каменными доспехами, превратилась в черный, как обсидиан, кристалл, покрытый желтыми рунами. Кулак оползня. Этот прием содержал в себе силу оползня, трудно было даже представить ее мощь. Обычного культиватора пробужденной души он мог превратить в кровавый фарш. Лицо Наньгун Юнь несколько омрачилось. Она и подумать не могла, что Вэйлун окажется таким сильным. Если бы она знала, то вызвалась бы добровольцем. Этот кулак мог поранить даже Мэн Ин, защищенную алмазным телом. Этот ублюдок был настолько жестоким, что мог покалечить даже молодую девушку. Мэн Ин не торопилась. Активировав свой духовный источник, демоническое зеркало, она отразила скалу и получила ее силу. Мэн Ин тут же ощутила, как ее тело наполняется мощью, как меняется ее духовная энергия. «Смотри, что я могу!» Громко выкрикнула Мэн Ин. Ее тело быстро покрылось каменной броней. Она копирует духовный источник. Маркиз Божественного Ветра, маркиз Золотой Стрелы и маркиз Запада были поражены. Девушка, которую никто не воспринимал всерьез, оказалась на редкость талантливой. Нет. Она не просто правая рука. Она копирует даже боевую технику. Когда Мэн Ин подняла правую руку, все увидели, что хрупкое белое запястье покрылось кристаллами. Ее кулак обрез силу оползня, кулак оползня. Как ей удалось так легко применить кулак оползня, это было тайное боевое искусство семьи Вэй. Вэйлун помрачнел. Что толку от ее усилий, если это лишь подражание? Умри.
Они не могли сравниться в силе, импульсе или скорости, но им все равно предстояло сразиться. Бессмертное звездное тело. Мэнин не была слабой, у нее было 60% силы духовного источника Вэйлуна. Когда кулаки столкнулись, каменный доспех, скопированный Мэн-Ин, рассыпался на куски. Алмазная броня прекрасно удержала силу кулака оползня, двойная защита, сразу 2 уровня защиты, силу Вэйлуна отбросил обратно, а потом в него ударила и сила Мэн-Ин. Каменная броня на его коже пошла трещинами, а правый кулак хрустнул. Он закатил глаза, его вырвало кровью, и он, отлетев к стене дворца, тут же потерял сознание. Разве это возможно? На лицах у всех проступил шок. Удивился даже Чутянь. Разве это возможно? Отражающая мощь бессмертного звездного тела не могла быть такой высокой, Лисенок знающий изогнул губы. Изумленно глядя на свой кулак, Мэнин бормотала: «Господи, какой же у меня сильный кулак!» Неожиданно что-то поняв, она прикоснулась к бронзовому зеркальцу, что висело у нее на шее. Поверхность зеркала немного потускнела, словно она утратила малую часть силы. «Теперь я знаю, как использовать это зеркало». Взволнованно подняла его Мэн-Ин. Оно повышает отражающую способность. «Лисенок, спасибо, что сделал мне такой подарок». Изогнув губы, Лисенок махнул лапкой, как бы говоря, что это лишь пустяк, такого не ожидал никто. Чутянь позвал Мэн-Ин, но он не ожидал, что она победил Вэйлуна. В лучшем случае он ожидал ничьи. Никто и подумать не мог, что Мэн-Ин одолеет Вэйлуна одним ударом. К этому они были не готовы. Особенно люди из Южного государства, которые заметно побледнели. Вэйлун был 3-м гением Южного государства. Девочка, достигшая лишь 3-го уровня пробужденной души, была совсем неизвестной, у нее не было даже репутации. Безымянная девушка одним ударом победила гения Южного государства. Люди Южного государства потеряли лицо. Глава 215. Сражение с Уяном. Взгляды отца и сына Шангуань одновременно приобрели зловещий оттенок. Уважаемый Вэйлун проиграл глупой девушке. Это действительно было ощутимым оскорблением всех талантов Южного государства. Кто будет уважать их, если эта новость разойдется по громовому государству? Я могу идти. С тревогой почесала затылок Мэн-Ин. У меня еще много консервов. Иди. Кивнул Чутянь. Больше ничего не нужно. Проигрыш Вэйлуна был случайным. Мэн-Ин, способная копировать техники и боевые искусства, быстро воспользовалась своей духовной энергией. Если бы Вэйлун был внимательнее, у Мэн-Ин не было бы шанса на победу. Никто не ожидал, что Вэйлун коварно применит самый сильный прием, а в итоге он, применив сильнейшую атаку, навредил лишь себе, его сила, отразившись от брони Мэн-Ин, мгновенно разрушила его мощную защиту. Вэйлун был тяжело ранен, и быстро выздороветь не представлялось возможным. Маркиз Золотой Стрелы громко расхохотался. «Какая сила! Какая сила!» Маркиз Божественного Ветра действительно расширил горизонты Дзина. Маркиз Божественного Ветра просиял. Просто мне часто везет, Вэйлун, знаменитый гений, проиграл неизвестный Мэн-Ин, и это всех удивило. Цзян Шань, преемник маркиза Золотой Стрелы, хлопал в ладоши. В центральном государстве много удивительных людей. Пусть даже 3 молодых мастера из 4 не пришли, их все равно нельзя недооценивать. Лянь Падзюнь и Лин Чангэ кивнули. К тому же, они заметили нечто странное. Культивационный фундамент Чутяня был невысоким, а Юнь-Я, достигшая 5-го уровня пробужденной души, Наньгун Юнь с пылким характером, все они были его окружением. На первый взгляд, лидером команды казалась Юнь-Я, но подлинным лидером был Чутянь. Он явно превосходил других. Я недоволен. Уян поддержал Шангуаня Чжэньфэя. Вэйлун слишком горд, он не раскрыл истинную силу. Как таланты Южного государства могут быть слабее талантов Центрального государства? Я, Уян, отмою имя Южного государства. Крикнул Уян, вытащив меч и указав лезвием на Чутяня. Не убегай, если ты мужчина. Сразись со мной в честной битве. Маркиз Божественного Ветра несколько напрягся. Маркиз Запада хочет пойти до конца. Маркиз Запада беспомощно посмотрел на него. Южное государство поощряет конкуренцию, и я никогда не вмешиваюсь в дела молодых, позволяя им принимать решения самостоятельно. Маркиз Золотой Стрелы тоже нахмурил брови. Маркиз Запада явно недолюбливал этого юношу. Он не знал, что их связывало, но дворяне не могли поступать подобным образом. Однако маркиз Золотой Стрелы не хотел оскорблять маркиза Запада, потому что его силы нужны были громовому государству. Молодежь приплыла лишь за опытом, так что от них было мало толку. Если они пострадают, это даже не будет важно.
Хорошо, вышел вперед Чутянь, обнажив адский меч. На лезвии плясало сине-белое пламя. Я принимаю вызов. Увидев это, маркиз Божественного Ветра вздохнул. Он не боялся, что Чутяня ранят, но ситуация лишь накалялась. Слушай внимательно, мое сабельное искусство пылающих небес опирается на духовное пламя. Во всем южном государстве знают об его безграничной силе. Взгляд Уяна стал яростным, а сабля запылала красным пламенем. Пламя духа земли, скрывающееся в этой сабле, может вмиг растопить железо, и ее не может остановить даже броня Вэйлуна. Она очень сильна, и сдерживать силу трудно. Если случайно погибнешь или покалечишься, не вини меня, Чутянь уверенно ответил. Так давай проверим, что сильнее, твоя сабля или мой меч. Твое пламя духа земли или мое адское пламя, ты умрешь за свое высокомерие. Пламя Уяна превратилось в его духовный источник. Сила его увеличилась в разы, и он начал с самого сильного приема. Танец пылающих небес. Казалось, что сабля горит пламенем, способным уничтожить весь мир. Хороший ход. Адское пламя Чутяня съежилось до единственной пылающей искры, удар яростного пламени, пылающие лезвия столкнулись, а стены дворца маркиза покрылись трещинами. Ци сабли столкнулась с ци меча, и сила их оказалась равной. Уян был шокирован. Этот парень полностью отбил его атаку, Чутянь тоже немного удивился, потому что даже Ло Сян Лун не смог отразить этот удар. Силы Уяна оказались выше, чем он думал, казались они равными, но Уян был чуточку сильнее. Когда лезвия столкнулись, а пламя взорвалось, часть огня достигла Чутяня. Если бы не бессмертное звездное тело, Чутянь бы проиграл. Его прием был оказался не слабее удара яростного пламени. Оружие Уяна тоже было высшего класса, духовный источник Чутяня был сильнее, но культивация Уяна была куда лучше. Ха, у нас даже приемы похожи. Длинная сабля Уяна снова сверкнула. Но как ты отобьешь вторую атаку? Уян был уверен в собственном превосходстве и пытался подавить Чутяня, полагаясь на культивационный фундамент. Третий и четвертый уровни пробужденной души отличались не только силой духовной энергии, но и скоростью подготовки. Уян снова мог применить танец пылающих небес, а вот Чутянь не сумел бы нанести второй удар. Никто не ожидал, что когда Уян будет наполовину готов, бусина на груди Чутяня засветится и выплюнет массу адского огня, которая сразу же проникнет в его меч. Что? Запаниковал Уян, видя, как приближается меч Чутяня. «Подожди, я сдаюсь». Слишком поздно, сияние пылающего меча разрубило длинную саблю. Удар достиг тела Уяна, защищенного духовной энергией, и в его меридианы проникли бесчисленные потоки адского пламени. Жалобно закричав, Уян упал без сознания. Они снова проиграли, и снова проиграли всухую. Два гения, находящиеся на пике 4-го уровня пробужденной души, не смогли справиться с людьми, которые достигли пика 3-го уровня пробужденной души. Призвав духовную энергию, Шангуань Джэньфэй пытался исцелить раны Уяна. Проверив, он вышел из себя. Меридианы и внутренние органы Уяна сильно пострадали. Возможно, его не вылечит даже святое лекарство высшего класса. Презренный. Посмотрел на Чутяня Шангуань Хун, на лице у него читались гнев и кровожадность. Это было просто соревнование, а в конце Уян даже сдался. Зачем ты лишил его будущего? Неужели в центральном государстве есть такие подлые люди? Если бы я не сжалился, он бы умер. Чутянь вложил меч в ножны. В следующий раз, когда пошлете кого-то устраивать неприятности, подумайте о последствиях. Не пилите сук, на котором сидите, уже многие годы никто не смел провоцировать маркиза Запада. Маркиз Запада по-прежнему был одним из 8 маркизов Южного Лета. Маркиз Золотой Стрелы смотрел на Чутяня с восхищением. Молодому поколению было трудно не замечать давление маркизов. Но юноша по имени Чутянь не только спровоцировал маркиза Запада, но и продемонстрировал ему свою гордость. «Ты слишком далеко зашел. Сердито вскочил Шангуань Чжэньфэй. «Я тебе покажу». Шангуань Чжэньфэй был преемником маркиза Запада, возможно, будущим маркизом. Вложенные в него ресурсы нельзя было сравнить с ресурсами, потраченными на Шангуань Мина. Сила Шангуань Чжэньфэя была намного выше, чем у Шангуань Мина. Он даже мог сравниться с пугающим Чу Син Хэ. Маркиз Божественного Ветра боялся, что Чутянь поступит безрассудно. Чутянь справился с Уяном, но ему не стоит сражаться с Шангуань Чжэньфэем, который мог сравниться с Чу Син Хэ. «Достаточно», — разозлился маркиз Божественного Ветра. «Неужели маркиз Запада хочет зайти так далеко? Как насчет того, чтобы с тобой сразился я?» Маркиз Божественного Ветра не на шутку рассвирепел. Семья Шангуань могла не опасаться маркиза Божественного Ветра, но они не хотели, чтобы маркиз вышел из себя из-за такого жалкого человека, как Чутянь.
Брат Фэй слишком серьезен, произнес Шангуаньхун, делая притворный выговор. Чжэнь Фэй, ты все еще мой преемник. Как ты можешь портить репутацию, сражаясь с таким слабым человеком? Вэй Лун и Уян были слабее, вот и проиграли. Пожалуй, на этом с конкуренцией можно покончить. Шангуань Чжэнь Фэй хладнокровно усмехнулся. Горько улыбнувшись, маркиз Золотой Стрелы покачал головой. Мы пришли, чтобы помочь громовому государству, но зашли так далеко. Цзян Шань, познакомься с талантами двух государств. Я поговорю с маркизами о стратегии, которая может спасти нас от катастрофы. Цзян Шань подошел к гениям громового государства. Вино громового государства пользуется популярностью. Прошу вас всех им насладиться. Мы уйдем. С разгневанным видом заявил Шангуань Чжэнь Фэй. Он не желал оставаться рядом с Чутянем. Вэй Лун и Уян тяжело ранены, мне нужно их вылечить, поэтому мы с вами не пойдем. Не оглядываясь, он ушел. Наньгун Юнь с презрением произнесла: черствый и глупый, лишь подобие настоящего человека. Цзян Шань не хотел конфликтов, поэтому быстро их увел. Команда Цзян Шаня из 3 человек и команда Чутяня из 4 человек отправились на поиски таверны. Силы брата Чу очень впечатляют. Рассмеялся преемник маркиза Золотой Стрелы, когда уселся. Честно говоря, мне семья Шангуань тоже не нравится. Разве они не гордятся одним лишь происхождением? С тех пор, как они прибыли в громовое государство, они только и делают, что ищут во мне и отце недостатки. На этот раз ты действительно их проучил, ха-ха-ха. Не ожидал, что брат Чу победит Уяна. У Лянь Падзюня было круглое бородатое лицо, и хотя ему было всего 26, выглядел он на 30-40 лет. Если бы с ним сражался я, мой шанс на победу был бы всего лишь 50%. Я достиг 4 уровня пробужденной души, а брат Чу лишь в царстве пустой души, это правда невероятно. Лин Чангэ взволнованно вздохнул. У семьи Чу есть Чу Синхэ, а теперь еще и Чутянь, они действительно покорят мир. Не стоит недооценивать центральное государство. Не стоит недооценивать семью Чу. Не так. Исправила его Наньгун Юнь. Чу Синхэ — это Чу Синхэ, а Чутянь — это Чутянь. Они никак не связаны. Более того, хоть он и носит фамилию Чу, однако к семье Чу он отношения не имеет. Цзян Шань, Лянь Падсюнь и Лин Чанга удивились. Чутянь был таким сильным, однако не относился к семье Чу из центрального государства. Фэн Цайда объяснила. Честно говоря, Чу Синхэ, Ло Сян Лун и Е Тян Лан не смогли приплыть именно из-за Чутяня, проклятие. Выпалил Лянь Падсюнь. Ты покалечил их. Лин Чанга оторопел. Подняв большой палец, он сказал: какой же силой ты обладаешь? Неудивительно, что маркиз Божественного Ветра так тебя ценит. С нетерпением жду того дня, когда смогу отправиться с братом Чу на Северный фронт, чтобы вместе сражаться с духовными зверями. Сказал Цзян Шань, подняв кувшин вина. Я, Цзян Шань, больше всего восхищаюсь героями. Сегодня нас свела судьба, поэтому мы должны подружиться. Не скромничайте, пейте. В стране Южного лета маркиз Золотой Стрелы считался необыкновенным человеком. Хоть он и родился в небольшой семье, однако таланты его были потрясающими. По чистой случайности он заполучил древнее наследие Лука. Прожив половину жизни, он, наконец, получил титул маркиза Золотой Стрелы. Страна даровала ему власть над громовым государством. Хоть маркиз и не сражался на севере с духовными зверями, в громовом государстве обучалось около 1/3 солдат. Что касается стратегии и тактики, то маркиз Золотой Стрелы, хоть и не мог сравниться с безмольным правителем, был весьма опытным. У маркиза Золотой Стрелы был свой метод обучения, а обученные ими войска становились элитой страны Южного лета. Жители громового государства считали за честь пойти в армию, все они поклонялись героям. Цзян Шань, Лянь Падзюнь и Лин Чангэ были офицерами армии, которые жили полевой жизнью, и в громовом государстве их уважали. Цзян Шань занимал почитаемое место преемника, однако в нем не было дворянского высокомерия. Лянь Падзюнь и Лин Чангэ были детьми дворянских семей, но и в них не было высокомерия. Они не могли не подружиться. Вы все тут. Когда вино подходило к концу, прибежала задыхающаяся Мэн Ин. За ней следовали Линь Му и Фан Хань. Мы продали солдатам 3 государств 100 консерв, все они полны волнения и радости. Немного осталось и для вас. Цзян Шань заинтересовался, что за консервы. Консервы, которые легко хранить, изобретенные торговым чудом. Фэн Цайда раздала им консервы. Должна сказать, что брат Чу — президент торгового чуда. Если вам понравится, можете попросить у него еще. Торговое чудо. Лянь Падзюнь слышал об этом впервые. Компания младшего Чу? Ха-ха, довольно смело.
Брат Чу так молод, а уже занимается бизнесом. Чутянь беспомощно произнес: «Я был лишён большой семьи, которая тренировала меня. Культивация стоит больших денег, поэтому мне пришлось открыть дело, трое открыли консервы». «Что? Это мясо демонических зверей?» Мэн Ин уверенно произнесла: «Попробуйте, на вкус очень даже хорошо». Сомневаясь, трое попробовали по кусочку. Никогда прежде они не щели пищи, приготовленной на источнике энергии. Откуда им было знать, каким вкусным окажется мясо демонических зверей? Это невероятно. Когда мясо демонических зверей стало таким вкусным? Во взглядах Лянь Подзюня и Лин Чангэ проступило неверие. Цзян Шань взволнованно спросил: «Как долго хранится это мясо?» Мэн Ин смущенно улыбнулась. Нынешние технологии торгового чуда позволяют хранить его в обычных условиях около года. Что? Около года. Это мясо можно было хранить год. Цзян Шань осознал, насколько важна эта пища для армии. Культиваторам требовалось много энергии, значит, и много хорошей пищи. Обычный культиватор пробужденной души мог съесть целого жареного барана, поэтому в походы нужно было брать много провизии. Гораздо проще было брать немного мяса демонических зверей. Мясо демонических зверей было очень жестким, его было трудно даже резать ножом. Оно тяжело жевалось, а переев можно было нагрузить желудок. Консервированное мясо было совсем другим. Одной консервы было достаточно, чтобы лучший солдат питался целый день. Культиваторы совершенного тела могли есть консервы второго класса. Культиваторы разных уровней могли есть различные сорта мяса демонических зверей. Эффективности армии это пойдет лишь на пользу. Еда действительно хороша. Похвалил Цзян Шань. «Брат Чу, я говорю с тобой от имени моего отца. Сколько консервов можно изготовить за год?» Чу Тянь слабо улыбнулся. «Лучше спроси об этом Ин. Сейчас торговое чудо открывает 2 консервные фабрики, а в будущем их будет больше 10. Сейчас одна фабрика делает 20-30 тысяч консервов в день, неплохая производственная линия». У Цзян Шаня загорелись глаза, он даже не скрывал волнения. «Из-за популярности консервов мы можем увеличить масштабы», задумалась Мэн Ин. «Каждый месяц мы можем поставлять громовому государству 300 тысяч консервов». Между демоническими зверями первого класса есть различия, так что мясо, предназначенное для военных, должно быть высокого качества, и это обойдется в 10-15 миллионов монет. Стоили консервы недешево. К тому же были проблемы с доставкой в другие государства. 300 тысяч — это слишком мало, сказал Цзян Шань, даже не раздумывая. Как насчет 600 тысяч в месяц за 40 миллионов? Цена была неплохая. Завидев сомнения Мэн Ин, Цзян Шань быстро сказал: «Семья Цзян не будет хранить консервы у себя, все они будут отправлены на Северный фронт, и это будет вкладом в спасение королевства. Мы не будем перепродавать консервы, так что торговое чудо сможет сотрудничать с торговцами громового государства, конечно же, королевство им заплатит». Центральное государство столкнулось с тем, что отправлять товары на фронт оказалось сложно, а у громового государства было топографическое преимущество. Если они будут продавать им консервы, то в месяц они смогут зарабатывать по 10-20 миллионов. Королевство не будет оспаривать цену, потому что консервы повысят боевую мощь армии. Хорошо. Решила Мэн Ин. Сойдемся на 600 тысячах. Мэн Ин только прибыла в громовое государство, а уже заключила крупную сделку. На заказе семьи Цзян из громового государства торговое чудо сможет зарабатывать по 20-30 миллионов золотом каждый месяц.